Привет, Ауай. Добро пожаловать на канал Taeyong and Jungkook, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От срочных новостей до моментов, растапливающих сердце. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент о BTS уже на подходе. Перестаньте листать, потому что это никогда не должно было быть увиденным. Камеры уже были выключены, или так все думали? То, что Тэхён и Чингук сделали в этот личный момент, заставило ERMY буквально замереть. Никакого сценария, никакого предупреждения. И как только вы заметите эту одну деталь, вы больше не сможете ее развидеть. Оставайтесь до конца, потому что это меняет все. Комната должна была быть пустой. Это была первая ошибка. Свет за кулисами уже приглушили до минимума, оставив лишь мягкое янтарное сияние, проникающее из коридора. Голоса персонала превратились в далекое эхо, шаги затихали один за другим, пока здание медленно выдыхало после хаоса прошедшего дня. Это была та тишина, которая существует только тогда, когда вместе слишком долго было шумно, и оно, наконец, сдалось покою. Тэхён не заметил маленького красного огонька, все еще мигающего на камере в углу. Чингук тоже. Они стояли так близко, что воздух между ними казался другим, каким-то более тяжелым, словно мир нажал на паузу специально для этого момента. Ни менеджеров, ни графиков, ни ожиданий, просто два человека, которые годами двигались синхронно, а теперь не знали, куда деть руки или слово. Чингук первым нарушил тишину, хотя его голос был едва громче вздоха. Он тихо рассмеялся, не потому, что было смешно, а потому, что смех казался безопаснее, чем слова о том, что на самом деле было у него на душе. Тэхён смотрел на него с тем самым знакомым нечитаемым выражением лица, глаза мягкие, но отстраненные, словно он стоял одновременно в двух временных линиях. В той, где все в порядке, и в той, где все вот-вот изменится. «Знаешь», — сказал Чингук, глядя в пол, — «люди думают, что знают все». Тэхён что-то промычал в ответ, звук был низким и задумчивым. Он сделал шаг ближе, достаточно близко, чтобы Чингук почувствовал его тепло. Достаточно близко, чтобы отстранение почувствовалось как осознанное решение, а не случайность. «Они видят только то, что нам разрешено показывать», — ответил Тэхён, — «а не то, что происходит потом». Именно тогда Чингук поднял взгляд. В его глазах было что-то обнаженное, беззащитное, словно он на секунду забыл, как играть роль человека, у которого все хорошо. Тот самый взгляд, который никогда не попадал в интервью или закулисные ролики. Взгляд, который существовал только в моменты, которые никогда не должны были быть записаны. «Я устаю», — тихо признался Чингук. «Не от работы, а от того, что притворяюсь, будто ничто меня не задевает». Тэхён ответил не сразу. Вместо этого он протянул руку, коснувшись пальцами рукава Чингука, сначала нерешительно, словно проверяя, реален ли этот момент. Когда Чингук не отстранился, Тэхён оставил руку там, давая обоим опору. «Здесь тебе не нужно притворяться», — сказал он. Несколько секунд никто из них не говорил. Тишина не была неловкой. Она была тяжелой, значимой, наполненной вещами, которые замалчивались годами, упущенными шансами, невысказанными тревогами, ночными мыслями, исчезающими к утру. Чингук медленно выдохнул, его плечи опустились, словно он сбросил груз, который никто другой не замечал. «Ты когда-нибудь думаешь о том, что будет после всего этого?» — спросил он. «Постоянно», — ответил Тэхён без колебаний. Чингук улыбнулся, одновременно грустно и нежно. «А я думал, я один такой». Тэхён покачал головой. «Ты никогда не один». Это и был тот самый момент. Тот, который никто не должен был видеть. Ни драматичное признание, ни сцена для заголовков. Просто два человека, стоящих слишком близко, говорящих слишком честно и забывших на короткое мгновение, что мир всегда наблюдает. Тэхён прислонился своим лбом к лбу Чингука, жест естественный, знакомый, который мышечная память заучила давным-давно. Чингук инстинктивно закрыл глаза, словно ждал разрешения на отдых. «Что бы ни случилось», — прошептал Тэхён так тихо, что слова почти растворились в воздухе, — «мы пройдем через это вместе». Чингук кивнул, все еще не открывая глаз.
Да, вместе. Где-то над ними камера продолжала запись, безразличная к их намерениям. Позже люди будут анализировать каждую секунду, замедлять кадры, спорить о значениях и превращать личный момент в тысячи теорий. Они назовут это шокирующим, эмоциональным, невероятным. Но в той комнате ничего этого еще не существовало. Была только тишина, только правда и момент, который не должен был быть увиден, но каким-то образом сказал обо всем. Тишина не длилась вечно, но она затянулась дольше, чем ожидал любой из них, растягиваясь, как хрупкий пузырь, который никто не хотел разбивать. Наконец Чингук отстранился ровно настолько, чтобы нормально вздохнуть, потирая шею, словно возвращая себя в привычное состояние. Его взгляд забегал по комнате, он снова осознал, где они находятся, сколько стен у этого здания и сколько историй оно уже поглотило целиком. Тэхён сразу заметил эту перемену. То, как выпрямилась осанка Чингука, как мягкость попыталась спрятаться за привычкой. Он не позволил этому случиться. Вместо этого Тэхён заговорил снова, твердо и спокойно, словно бросая якорь, прежде чем прилив успеет их разлучить. «Тебе не обязательно исчезать», — сказал он, без обвинения или мольбы, просто констатируя факт, который всегда был правдой. Чингук медленно выдохнул, тихий звук, который почти дрожал, и кивнул, словно признаваясь в чем-то самому себе больше, чем Тэхёну. «Мне страшно, что если я перестану притворяться, людям не понравится то, что они увидят», — сказал он низким голосом, честным так, как ему редко удавалось. Губы Тэхёна изогнулись в слабой улыбке, не насмешливой, а понимающей. «Они и так видят не все», — ответил он. «А те, кто важен, они остаются». Казалось, это задело Чингука сильнее всего. Он сглотнул, часто моргая, а затем тихо рассмеялся про себя. «Ты всегда говоришь такие вещи», — пробормотал он. «Словно тебе совсем не страшно». Тэхён слегка наклонил голову. «Мне страшно», — признался он. «Просто я не хочу, чтобы ты думал, будто ты в этом одинок». Слова повисли между ними, тяжелые, но утешительные, как правда, которые, наконец, разрешили существовать. Где-то в конце коридора закрылась дверь. Звук отозвался эхом, напоминая им, что время снова пошло, что такие моменты взяты взаймы, они принадлежат им. Чингук взглянул на выход, затем снова на Тэхёна, на его лице читалось колебание. «Нам пора идти», — сказал он, хотя никто не сдвинулся с места. Тэхён медленно кивнул. «Да, пока нас не начали искать». И все же, на последнюю секунду, никто не отошел. Чингук двинулся первым, не отступая, но выпрямившись, расправив плечи с видом, очень похожим на решимость. «Спасибо», — тихо сказал он. Тэхён встретился с ним взглядом, глаза теплые и непоколебимые, как и всегда. Они вышли бок о бок, выражения их лиц уже сменялись на те, что узнавал мир, на нечто безопасное и безупречное. Позади них комната снова погрузилась в тишину, храня то, чему она стала свидетелем, без осуждения. Запись будет существовать, теории появятся, но правда того момента не принадлежала ни камере, ни заголовкам, ни последующему шуму. Она принадлежала двум людям, которые в короткой паузе среди всеобщей суеты выбрали честность вместо роли и связь вместо молчания. И как бы мир ни пытался переписать это было то, что уже невозможно развидеть. Снаружи комнаты свет в коридоре был ярче и холоднее, и чары развеялись ровно настолько, чтобы реальность просочилась обратно. Знакомый ритм вернулся почти мгновенно. Размеренные шаги, контролируемые выражения лиц, инстинктивное осознание невидимых глаз. Чингук поправил куртку. Не задумываясь, его плечи приняли ту позу, которую мир ожидал от него. Тэхён засунул руки в карманы, глядя вперед, его лицо снова стало нечитаемым. Любой прохожий не увидел бы ничего необычного. Два участника группы возвращаются после долгого графика. Ничего более. Но что-то изменилось. Они шли в тишине, не в той, что давит, а в той, что наполнена пониманием. Каждый шаг казался синхронным так, как это бывает только за пределами хореографии, словно они двигались по негласному соглашению, которое не нужно озвучивать. Чингук первым заметил это, странное спокойствие в груди, сменившее тугой узел, который он носил неделями. Он на секунду глянул вбок и поймал на себе взгляд Тэхёна,
Тот не пристально смотрел, а просто проверял, убеждаясь, что он все еще рядом. Этот короткий взгляд сказал больше, чем любые слова. Когда они дошли до угла, где их пути расходились, Чингук замедлился. Тэхён сделал то же самое. На мгновение показалось, что та тихая комната последовала за ними, снова окутав пространство между ними. Чингук открыл рот, словно хотел что-то сказать, но закрыл его, не зная, как уместить все, что он чувствует, в предложение, которое не звучало бы глупо или чересчур пафосно. Тэхён, казалось, почувствовал это. «Тебе не обязательно говорить это», — мягко сказал он. «Я знаю». Чингук улыбнулся, на этот раз без грусти. «Ты всегда знаешь». Они постояли так мгновение, окутанные ночным воздухом. Ни камер, ни аудитории, ни давления, просто два человека, разделившие годы смеха, слез и негласного понимания. Наконец Чингук сказал: «Спасибо тебе, Хон, за все. Я серьезно». Тэхён похлопал его по плечу, слабо улыбнувшись. «Тебе не нужно меня благодарить. Просто продолжай петь. Это все, чего я когда-либо хотел». Когда в ту ночь они разошлись, фанаты и понятия не имели, что произошло, пока Тэхён не опубликовал сторис несколько часов спустя. Это было фото двух теней, идущих бок о бок под светом уличных фонарей. Подпись: «Некоторые узы никогда не рвутся, даже если мир меняется». Через несколько минут Чингук и Тэхён снова оказались в мировых трендах. Не из-за слухов, не из-за драмы, а потому что в очередной раз напомнили всем, как выглядит настоящая связь, тихая, искренняя и вневременная. Прошло несколько недель с той тихой ночи воссоединения. Чингук вернулся к привычной рутине – студийные сессии, репетиции и интервью. Но что-то из той ночи с Тэхёном осталось с ним. Это отдавалось в его сознании мелодией, которая отказывалась угасать. Каждый раз, садясь перед микрофоном, он ловил себя на том, что напевает один и тот же мотив, мягкий, горько-сладкий и знакомый. Однажды ночью, оставшись в студии один, он наконец прошептал: это для него». Он начал писать не как артист Чингук, а как друг Чингук, человек, который смеялся, плакал и рос рядом с Тэхёном. Слова лились сами собой. О ночных разговорах, о безмолвном понимании, об общих мечтах и о том слове, которое дал ему Тэхён – «дом». Припев пришел почти инстинктивно. Даже когда зажигается свет, я все равно как-то слышу твой голос. «Ты» – песня, которую мне никогда не нужно было писать, но которую я всегда чувствовал внутри. Он записал демо с одного дубля. Его голос моментально дрогнул, не от усталости, а от эмоций. В каждой строчке чувствовалась искренность. Это была не просто песня, это было признание, которое полностью понял бы только Тэхён. На следующее утро Чингук отправил короткое сообщение Тэхёну: «Щон, я хочу, чтобы ты кое-что послушал». Тэхён ответил простым эмодзи сердца и фразой: «Я уже еду». Когда он приехал, в студии было тихо, если не считать слабого голоса Чингука, звучащего из колонок. Тэхён стоял и слушал с закрытыми глазами, совершенно неподвижно. Слова попадали в цель одно за другим, и к финальному припеву он улыбался, а по его лицу молча катились слезы. Когда песня закончилась, он повернулся к Чингуку и тихо сказал: «Тебе не нужно было ничего говорить. Эта песня сказала все». Чингук опустил взгляд, его голос был едва слышен. «Это то, что я чувствую. Всегда чувствовал». Тэхён кивнул. «Тогда давай закончим ее вместе». Так они и поступили. На следующей неделе они оба вернулись в студию, смеясь между дублями, подшучивая друг над другом и переплетая свои голоса, как в старые добрые времена. Гармония была естественной, непринужденной, словно их сердце уже знали этот ритм. Когда финальная версия была готова, они назвали ее «Хомерген» – «Снова дома». Никаких пресс-релизов, никакого продвижения, просто тихая загрузка в полночь с одной подписью «Для тех, кто никогда не уходил». За считанные минуты песня разлетелась по миру. Фанаты плакали, делясь отрывками и переводами, понимая, что это больше, чем просто музыка. Это было послание, память, обещание. А в последнем кадре музыкального видео крошечная, едва заметная деталь – 2 браслета висели рядом на пианино. Потому что некоторым историям не нужен финал.
Они просто продолжают звучать тихо и бесконечно, как песня, предназначенная только для двух сердец. Когда вышла песня «Homer Gen», Эйар не просто слушали, они ее чувствовали. Через несколько часов песня была в трендах по всему миру. Но внимание всех привлекла не только мелодия или эмоции в голосах Чингука и Тэхёна, это был скрытый смысл, вплетенный в каждую строчку. Фанаты начали тщательно анализировать текст, и то, что они обнаружили, заставило всех плакать. Одна фанатка написала в Твиттер: «Строчка «Даже когда мы идем разными дорогами, небо над нами остается прежним». Это буквально об их пути после того, как BTS ушли на перерыв. Где бы они ни были, у них одно небо на двоих». Другой заметил более глубокий слой. Когда Чингук поет, свет сцены гаснет, но твой смех остается. Это о том, как Тэхён смешил его за кулисами во время туров. Это то, о чем знают только они. Хэштег «Решетка Хамиагандицадет» вышел в тренды. Миллионы фанатов делились интерпретациями и теориями. Кто-то заметил, что мелодия фортепиано на фоне была в той же тональности, в которой Тэхён часто играл во время своих сольных эфиров. Другие отметили, что цветовая палитра видео мягко соответствовала теплым золотистым оттенкам, которые часто встречаются на фотографиях Тэхёна. Но по-настоящему всех растрогал финальный куплет, спетый тихо, почти шепотом: «Куда бы ни погнал меня ветер, я найду дорогу назад, потому что дом — это не место, это человек». Эта строчка разбила сердце по всему миру, потому что все знали, о ком пел Чингук. Когда позже в интервью Тэхёна спросили о песне, он тихо улыбнулся и сказал: «Homer Gen? Она особенная. Она не о здании или городе. Она о людях, с которыми ты чувствуешь себя в безопасности, когда все остальное меняется». Интервьюер спросил, является ли Чингук одним из таких людей. Тэхён замолчал, а затем кивнул с той самой знакомой нежной улыбкой. Всегда им был. Эйар повсюду плакали. Фрагменты этого интервью разлетелись со скоростью лесного пожара под финальный припев песни. Два голоса сливались идеально, мягко, но мощно, наполненные невысказанной историей. И как раз когда фанаты подумали, что это конец истории, через несколько дней случилось нечто неожиданное. Во время одного из прямых эфиров Чингука фанат написал: «Когда вы с Тэхёном пели Homer Gen, казалось, вы прощаетесь». Чингук медленно прочитал это, затем покачал головой. «Прощаемся?» — тихо повторил он. «Нет, это не прощание. Это просто обещание, что куда бы мы ни пошли, мы всегда найдем путь назад». Его слова на мгновение заставили чат замолкнуть, а затем он взорвался плачущими эмодзи и фиолетовыми сердцами, потому что в очередной раз Чингук и Тэхён сделали то, что умели лучше всего — превратили эмоции в искусство, а дружбу — в нечто вечное. Как красиво написала одна фанатка: «Они не просто создали песню. Они оставили нам послание о том, что любовь в любой форме не исчезает. Она просто меняет форму». Прошли месяцы с момента выхода Homer Gen, но ее эхо все еще звучало повсюду — в плейлистах, фанатских видео, в сердцах. Это была уже не просто песня. Она стала историей, которую каждый Эйар чувствовал глубоко внутри. И вот однажды утром тишину пронзило одно объявление — сцена воссоединения BTS только на одну ночь. Интернет взорвался. Фанаты не могли поверить. Спустя столько времени все семеро снова разделят одну сцену вместе. Никто не знал сет-листа, но слух распространился мгновенно. Чингук и Тэхён могут впервые исполнить Homer Gen вживую. В ту ночь стадион был морем фиолетовых огней. Фанаты затаили дыхание, когда свет погас и зазвучала интро-мелодия. Сцена слабо засветилась золотом, в том же тоне, что и в клипе Homer Gen. Затем с противоположных сторон сцены появились два силуэта — Чингук и Тэхён. Когда они пошли навстречу друг другу, стадион взорвался. Слезы, крики и скандирование их имен наполнили воздух. Но никто из них не сказал ни слова. Они просто улыбнулись, той Тинхуй, понимающей улыбкой, которая говорила больше, чем любая фраза. Зазвучали первые ноты. Чингук начал мягко, его голос слегка дрожал от эмоций, даже когда гаснет свет. И тогда присоединился Тэхён, его глубокий, теплый тон идеально слился, создавая ту неповторимую гармонию, которую могли создать только они двое.
На большом экране за их спинами начали мелькать фотографии. Старые кадры времен стажировки, закулисные моменты, глупые улыбки, долгие объятия, браслет, брелок – все те крошечные детали, из которых строилась их история. На середине песни Чингук слегка повернулся к Тэхёну на строчке «Дом – это не место, это человек». Их глаза встретились. На короткую секунду мир словно остановился. Было видно, как подступают слезы, не только в их глазах, но и в глазах участников, наблюдавших со стороны. Намджун смотрел в пол, гордо улыбаясь. Чимин смахнул слезу. Даже Юнги, тихий как всегда, медленно аплодировал с легкой ухмылкой. Когда грянул финальный припев, голос Чингука сорвался. Не от напряжения, а от чистого чувства. Тэхён сделал шаг ближе, положил руку ему на плечо, и вместе они в унисон спели последнюю строчку. «И я снова найду дорогу домой». Большое спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск новостей о BTS. Если вам нравится погружаться во все последние события, истории и закулисные подробности, не уходите прямо сейчас. Ваша поддержка действительно помогает этому каналу расти и позволяет нам продолжать радовать вас обновлениями в реальном времени, эмоциональными историями и глубокими разборами всего, что происходит во вселенной BTS. Так что, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, внезапное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить, это канал Taeyong and Jungkook, и я увижу вас в следующем видео с новым контентом о BTS, который вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь.